Всем привет! Вы на канале Turtle Labs, и сегодня мы рассмотрим, как в Unity задать движение персонажу. А также я покажу, как сделать так, чтобы персонаж смотрел в сторону движения. Поехали! Открываем Unity. Версия нам не важна, можете скачивать актуальные сайты Unity. Лично я пока пользуюсь версией 2020.3. Пишем название проекта и указываем путь, где он будет храниться. Ждем, когда загрузится. Далее создаем папку Sprites и добавляем наши спрайты в проект. У меня уже заготовлены два спрайта, это спрайт персонажа и спрайт земли. Собираем небольшой уровень из спрайтов земли. Все на ваше усмотрение. Я сделал 3 платформы с дальнейшей возможностью продемонстрировать прыжок персонажа. Кстати, то же самое можно сделать намного быстрее с помощью Tile Map, о чем обязательно поговорим попозже. Далее в иерархии выделяем наши спрайты земли и в инспекторе добавляем компонент Box Collider 2D. Он нужен для того, чтобы наш персонаж мог стоять на земле и всячески с ней взаимодействовать, а не улетать мимо нее за сцену при запуске игры. С помощью комбинации Ctrl-Shift-N добавляем в иерархии новый игровой объект, назовем его Ground, и поместим в него все наши спрайты земли, расположенные на сцене. Не нужно устраивать бардак. Теперь проделываем то же самое со спрайтом игрока. Добавляем его в иерархию, назовем его Player и добавим компонент Box Collider 2D. Также не забудьте добавить компонент Rigid Body 2D. Он потребуется для определения массы игрока. Редактируем границы коллайдера, если потребуется. Также потребуется ограничить вращение по оси Z в Rigid Body. Запускаем и проверяем, что получилось. Отлично. Персонаж взаимодействует с землей и не улетает за сцену. Именно это нам и требовалось. Едем дальше. Создаем новую папку Scripts, в которой будут храниться наши скрипты. В новой папке создаем скрипт, называем его Player Controller. На данный момент этот скрипт будет отвечать за движение игрока. Открываем его. Для редактирования скриптов я использую Visual Studio Code. Вы можете использовать любой другой редактор, как вам удобно. Вот теперь начинается самое интересное. Создаем 3 переменные. Speed отвечает за скорость игрока, Move Input – переменное перемещение и Rigid Body 2D. В методе Start инициализируем наш Rigid Body. В методе FixedUpdate указываем, что направление движения будет происходить по горизонтали, и скорость Rigid Body равна направлению, умноженное на скорость персонажа, а по оси Y оставляем rbVelocity.y. Возвращаемся в Unity. К персонажу добавляем только что созданный скрипт, и, как видим, у нас появилось поле, в котором можно ввести значение скорости. Поставим 5. Запускаем игру и, как видим, мы научили персонажа перемещаться. Если вы нажмете на клавиатуре стрелку влево или клавишу А, то персонаж начнет перемещаться влево. Соответственно, нажимая на клавишу вправо или D, персонаж перемещается вправо. Самое время научить персонажа смотреть в сторону движения. Для этого создаем переменную FacingRight и присваиваем ей значение True. Создаем новый метод Flip. В нем указываем, что персонаж может поворачиваться, и указываем его оригинальное положение, а также умножаем его на -1 по оси X. Теперь нужно метод Flip вызвать в методе FixedUpdate. Для этого указываем, что если игрок смотрит влево и зажата клавиша влево, то срабатывает наш метод Flip. То же самое проделываем в случае, если игрок смотрит вправо и зажата клавиша для движения вправо. Давайте запустим нашу игру и проверим, все ли сделано верно. В моем случае будет обнаружен баг, так как спрайт моего персонажа изначально смотрит влево. Поэтому он как бы пятится. Исправляется это очень просто. Нужно выбрать нашего персонажа в иерархии и в компоненте Transform изменить параметр Rotation с 0 на 180. Теперь, когда мы запустим нашу игру, игрок идет влево и смотрит влево, а идя вправо, смотрит вправо. Все получилось. Что ж, спасибо за просмотр. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк под видео и нажми на колокольчик. Впереди много всего интересного. Всем пока!